Очередное секретное досье будет посвящено влиянию звуков, а именно колокольного звона и мантр на организм человека. Здравствуйте, мои хорошие! Звуком называют механические колебания внешней среды, которые воспринимаются слуховым аппаратом человека. От 16 до 20 тысяч колебаний в секунду. Колебания большей частоты называют ультразвуком, меньшей – инфразвуком. В животном мире сигнал тревоги указывает на возможную опасность. У современного человека эта функция слуха потеряла такое практическое значение, но реакции сохранились. Так неожиданный и громкий звук активизирует защитные резервы организма, тем самым готовя организм к борьбе или бегству. Увеличивается секреция гормонов гипофиза, ускоряется работа симпатико-адреналовой и сердечно-сосудистой систем, суживаются сосуды, повышается артериальное давление и газообмен. В крови поднимается уровень сахара и холестерина. За последние годы учеными-медиками и биологами проведено множество исследований, касающихся звука. Их результаты однозначно свидетельствуют о том, что звук способен влиять на организм человека и животных, рост растений, структуру вещества, в частности воды. Звуки способны воздействовать на эмоциональное, психологическое и даже физическое состояние человека. Поразительных, однако пока неоднозначных результатов принесли эксперименты японского ученого профессора Эмото Масару по воздействию на воду различной музыки, молитв, нецензурных выражений, положительных и негативных высказываний. Как рассказывает сам автор, любая классическая музыка, воздействию которой мы подвергали воду, приводила к образованию правильно сформированных кристаллов с отчетливо выраженными характерными чертами. В противоположность этому, вода, на которую действовали неистовой музыкой тяжелого рока, способна была в лучшем случае образовывать обломанные и неправильно сформированные кристаллы. Группа российских ученых под руководством Горяева экспериментально доказали, что молекула ДНК воспринимает человеческую речь. Если человек в своей речи использует нецензурные выражения, его хромосомы начинают менять свою структуру. Учеными было зафиксировано, а матерное слово вызывает мутагенный эффект, аналогичный радиационному излучению мощностью в 1000 рентген. А вот под воздействием молитв и слов, несущих положительную энергетику, ускоряется рост растений и восстанавливается геном семян пшеницы и ячменя после радиационного разрушения. Причем на положительный высокодуховный смысл речи растительные геномы реагировали адекватно, независимо от того, какой язык использовался – английский или русский. Также современными учеными зафиксировано, что у жителей районов, расположенных рядом с крупными международными аэропортами, заболеваемость гипертонией отчетливо выше, чем в более тихом районе того же города. Звуки высокой частоты в благоприятном для человека диапазоне влияют благотворно, повышая уровень энергии, вызывая радость и хорошее настроение. Высокочастотные звуки активизируют мозговую деятельность, улучшают память, стимулируют процессы мышления, в то же время снимая мышечное напряжение. После исследования музыки, написанной различными композиторами, французский отоларинголог Альфред Томатис выяснил, что музыка Моцарта в наибольшей степени содержит в себе высокочастотные звуки, подзаряжающие и активизирующие мозг. Очень полезно слушать голоса птиц, звуки природы. Медиками различных стран детально разработана научная теория воздействия различных видов звука на человека. Согласно этой теории, звукотерапия подразделяется на музыкотерапию, словотерапию, лечение ультразвуком и звуками природы. На сегодняшний день институты музыкальной терапии действуют в 15 странах, в том числе в Англии, Франции, Германии и США. В России также есть кабинеты звукотерапии, выпускаются и записи музыки здоровья. Однако звук может нести и крайне негативное воздействие, в случае, если громкость, частота и ритм достигают разрушительной силы. В 1979 году, во время концерта Пола Маккартни в Венеции, рухнул деревянный мост, а концерт группы Pink Floyd на открытом воздухе привел к тому, что в соседнем озере всплыла оглушенная рыба. По результатам исследований американских социологов, у несовершеннолетних правонарушителей рэп является преобладающим музыкальным выбором. Причем 72% из них признают влияние музыки на их чувства, но только 4% признают связь рэпа с противоправным поведением.
Громкий звук неблагоприятно влияет на орган слуха, понижая чувствительность к звуку. Он приводит к расстройству деятельности сердца, печени, к истощению и перенапряжению нервных клеток. Ослабленные клетки нервной системы не могут достаточно четко координировать работу различных систем организма. Отсюда возникают нарушения их деятельности. Давайте рассмотрим уровни громкости звуков нас окружающих. Порог слуха – полная тишина – 0 дБ. Шум нормального дыхания – 10 дБ. Звук тикания часов – 30 дБ. Шорох листьев на легком ветру – 33 дБ. Работа стиральной машины – 60 дБ. Уличный шум – 70 дБ. Шум в магазине, где много покупателей – 73 дБ. Опасный уровень. Звук спортивного автомобиля – 90 дБ. Мотоцикл, электропоезд, метро – 100 дБ. Орёв взлетающего Боинга 747 прямо над головой – 107 дБ. А болевой порог – звук работающей газонокосилки или воздушного компрессора – 112 дБ. Сирена воздушной тревоги или модная электромузыка – 130 дБ. Смертельный уровень – взрыв атомной бомбы – 200 дБ. Если обратиться к истории, то можно отметить, что о положительном или отрицательном воздействии звука, в частности музыки, знали и в древности. Древнегреческие рукописи гласят: музыкальное воспитание – самое мощное оружие, поскольку ритм и гармония проникают в самые сокровенные глубины человеческой души. На корпусах музыкальных инструментов средневековых итальянских мастеров до сих пор можно прочитать надпись «Музыка лечит душу». В Китае уже много веков назад музыка использовалась достаточно широко. Древнекитайские подходы к диагностике и лечению включали в себя физические воздействия, иглоукалывание и прижигание, в том числе и музыки, на биологически активные точки. А выдающийся врач древности Авиценна исцелял музыкой нервнобольных. Другой пример музыки, обладающий мощным гармонизирующим действием и большой исцеляющей силой – колокольный звон, древние мантры, церковные песнопения, баджаны. Они являются живым чудодейственным наследием для нас и будущих поколений. О том, что колокольный звон убивает микробы и бактерии, изгоняет грызунов, на Руси знали давно. И не зря в период эпидемии звонили неустанно в колокола. Как с точки зрения современной медицины можно объяснить данный факт? Ультразвуковые частоты колокольного звона, более 20 кГц, положительно влияют на лечение инфекционных болезней и повышение иммунитета человека. Дело в том, что болезнетворные бактерии, вирусы, грибки не выносят высокочастотную среду, а ультравысокие частоты колокольного звона, распространяясь в воздухе, воде и так далее, делают окружающую среду неблагоприятной для патогенных микроорганизмов, тем самым, как минимум, снижая их активность. Молекулы вирусов скарлатины, гриппа, чумы, тифа, кори и холеры сворачиваются и превращаются в кристаллики. Иными словами, колокольный звон буквально стерилизует воздух. Средний спектр колокольного звона от 100 Гц до 20 кГц положительно влияет на гидродинамические процессы в кровеносной и лимфатической системах человека. В свою очередь, низкий спектр колокольного звона от 40 до 100 Гц обладает благоприятным влиянием на психику и биоритмы человека. В первую очередь это касается таких состояний, как стресс, нервозность, бессонница, депрессивные состояния, психические расстройства. Среди общих заболеваний организма, на позитивную динамику лечения которых влияет колокольный звон, можно выделить вегетососудистую дистонию, гипертонию, сердечно-сосудистые заболевания. Колокольный звон отлично повышает иммунитет. Прослушивание колокольного звона способствует лечению астмы, язвы желудка и кишечника, желчно- и мочекаменной болезни. Вдобавок к вышесказанному, колокольный звон помогает при проблемах со слухом и обладает обезболивающим действием. Главное в использовании колокольного звона – это дозированность. Колокольная терапия не должна превышать 15-20 минут, такое лечение может навредить. Если находиться слишком долго под звонящим колоколом, может появиться сонливость и вялость, которая продлится несколько дней. Что касается мантр, то, по предположению некоторых ученых, медитация с использованием мантр возникла раньше, чем буддизм. Что же такое мантра?
Мантра – это сочетание нескольких звуков или слов из санскрита, которые несут в себе мощную звуковую вибрацию. Древние считали, что произнесение таких слов в правильном порядке, в правильной тональности и в предписанной манере приводит к высвобождению громадного количества энергии. Любая мантра – это сочетание слов и звуков, не имеющих точного значения и перевода. Эти звуки нужно петь или протяжно произносить по нескольку раз подряд, чтобы вызвать резонанс в своем организме и в окружающем мире. Порождаемые мантрами волновые колебания звука способны оказывать позитивное влияние на организм человека и его важные органы. Мантры читают в основном во время медитации, при их многократном повторении. Считается, что самым значимым количеством для повторения мантр является число 108. Самые действенные мантры читают до 1000 раз. Несмотря на то, что лечение звуком можно использовать самостоятельно, каждый должен помнить, что данный метод является средством профилактики болезни, а не ее лечения. В случае недуга не забывайте обращаться к своему лечащему врачу. Не болейте, подписывайтесь на канал, тут очень интересно. Здоровья вам!